Привет! Сегодня видео из серии «Запускаем LSDJ на всем, что под руку попадется». Но на этот раз, надеюсь, получится портативно, компактно, продуктивно и, что не менее приятно, прямиком от Nintendo. Благодарим Мари и Морковку за предоставленную консольку. Общие и технические сведения вы можете с удовольствием посмотреть в видео от Коли Pixel Devil. Большой обзор и все такое. Я лишь коротко пройдусь по удобству практического использования. Сделаем мод и затестим звук. Чиптюн на Game & Watch. Лайки, репосты. Погнали! Первое, на что обращаешь внимание, это, конечно, размер. Крошечная кредитка с приятным дисплеем. Он кажется неуютно маленьким, но это только пока вы не вспомните свой старый Color без подсветки, и тогда все встает на свои места. Батарейку держит долго, углы обзора ок. Настройки отображения под различные системы и приятные отзывчивые кнопки. Но чтобы это все продемонстрировать, для начала закинем игрушку Андрею из GameBreak для моддинга памяти, заливки ромов и установки аудиоразъема. Привет, это Андрей из GameBreak. Собственно, я и делал этот мод, который вы видите на видео. Что же мы сделали? Мы сделали классический мод. Это замена памяти на более емкую, с 4 мегабайт до 64. Прошили устройство, чтобы оно могло воспроизводить, так скажем, сторонние образы. Не только Famicom или там Famicom Disk System, а также Game Gear и многое другое. Плюсом мы добавили Jack 3.5, чтобы можно было играть в наушниках. И мало того, что можно теперь играть в наушниках, так еще и звук динамика, который, кстати, мы сохранили оригинальным. Так вот, звук этого динамика отключается каждый раз, когда вы подключаете наушники. Реализовано все это было при помощи особого Jack 3.5 разъема. То есть в любой момент, когда вы всех достанете вокруг своим 8-битным писком, у вас погонит мамка спать, вы можете спокойно включить наушники, сделать яркость немножко поменьше и под одеялом играть в ваши любимые тайтлы. Подробно демонстрировать процесс моддинга не будем, поскольку Nintendo как-то злостно банит подобный контент, судя по его качеству и количеству на YouTube. Но вы всегда можете обратиться по ссылочке в GameBreak за советом, моддингом или ремонтом ваших ретро-приставок. Основные моменты по звуку. Классный разъем позволяет сохранить родной динамик, но он настолько маленький, настолько крошечный. Здесь даже не предусмотрены отверстия для вывода-выхода звука, что он очень тихий, и вы будете слышать только SFX прыжков во время игры. Поэтому обязательно делаем разъем, даже если вы не планируете заниматься музыкой. У вас открывается два пути. Либо паять напрямую и получить очень громкий сигнал на выходе, да так, что на единичке у вас будет очень сильный сигнал, и при увеличении громкости он даже начнет гейнить. Поэтому обязательно припаиваем резистор. Сигнал станет намного чище, вы сможете комфортно работать и играть даже в метро. Ура, мод готов. Теперь давайте быстренько посмотрим на систему. Вы можете оставить Dual Boot и комбинацией клавиш переключаться из прошитой консольки на оригинальную коллекционную из коробки. Доступна поддержка нескольких систем и Homebrew, но мы остановимся на RetroGo. Она умеет запускать ромы ColecoVision, Game Boy, Game Boy Color, NES, Game & Watch, Sega Game Gear и Sega Master System. Но нам так много и не надо. Закачиваем пару ромов для комфортной игры в очередях и музыкальный софт с геймбоя. Выглядит все супер. Доступна смена палитр, настройка скейлинга и фильтров. Быстрые клавиши управления яркостью и громкостью. И для самых опытных геймеров есть система сейв-стейтов, но о них мы поговорим чуть позже. А еще есть скорость, единичка или полтора, некий такой pitch-мод, а вдруг. Переходим к самому интересному. Из-за системы сейв-стейтов открыть свои старые сейвы Chrome LSDJ не получилось с нескольких попыток. Это очень обломно, поэтому все примеры на видео натыканы вручную. Old School Cartridge System One Love. Аммонайзер работает отлично, но, как и с сейвами, синхронизации с другими устройствами у вас нету, вы полностью автономны. Другие ромы по аналогии. Все запускается и играется, но не синхронизируется. Зато есть огромный плюс от системы сейв-стейтов. Вам не нужно ребутить нано-луп каждый раз, выключая консоль, и вы наконец-то можете играть в секвенсор на железке без картриджа. Теперь по LSDJ. 9-й версии работают странно. Они запускаются, но некорректно отображается звук, неверные параметры и не те инструменты, сколько бы я ни пытался. Поэтому пересаживаемся на любимую 4.7.3 и вспоминаем старые настройки. Что действительно омрачает использование Game & Watch на практике, это расположение клавиш. BA находятся над селектом и стартом, и любимые копировать, вставить, клонировать
превращается в настоящую загадку. Вы будете как-то это перехватывать или большим пальцем, или делать все указательным. Будет весело, но вы сможете привыкнуть и даже к этому. В сравнении взять с собой кирпич, купить к нему картридж, сделать мод на Type-C или таскать 4 батарейки, несопоставимо с тем, как носить эту маленькую кредитку с собой и врываться в лайнап прям за секунду. И раз уж сравниваем с кирпичом, давайте затестим звук. Послушаем воблу на клине. А теперь сравним с небольшим мастером. Такой вот интересный результат получается. Пишите, что думаете по поводу звука в комментариях, будет очень интересно. А если вам не так уж нужны все эти старые трекеры и наносеквенсоры, то вы всегда можете использовать Game & Watch как некий синт, чтобы записать звуки для своих DAW, Polyenda или прочих игрушек. Вы можете запустить Karina GB из кармана и сыграть лайв, ломая пальцы. Тут уж вы точно найдете, чем себя развлечь. По итогам, цена отстой, даже по скидкам. А еще добавив стоимость моддинга, это жесть какая-то. Учитывая, что как часы вы не сможете их использовать дома, это не так стильно, здесь нет подставки, у вас светится лампочка. Классические Зельды, на мой взгляд, сомнительное удовольствие. Хотя потыкать в лоудраннер в метро это прикольно, но у вас, я уверен, есть какие-то устройства, которые могут эмулировать все эти старенькие консольки. PSP, Miu Mini, телефоны, да что угодно, не обязательно тратить кучу денег на такой экземпляр. Да и комфорт записи ромов сомнительный. Либо вы ходите в гости, либо покупаете себе программатор и на Linux играете в мамкиного программиста. Золотая кредитка получается на самом деле, но есть и другая сторона. На Авитах условных можно купить уже прошитый и упакованный экземпляр. А если посмотреть на стоимости геймбоя на вторичке, которые уже приближаются к 20к, то доверять перекупам вообще не хочется, и еще вам нужен картридж, и еще нужно что-то еще, и что-то замодить, и весь вот этот чиптюн, то, в принципе, подарочный вариант для себя или для кого-то очень даже неплохо. Тогда это получается оправданно. По плюсам основное — это, конечно же, компактность. Удобство игры супер, хотя и управление трекером на 4, но кому нужны все эти пиу-пиу, кроме вас? Дисплей вкусовщина, конечно, но, на мой взгляд, для таких скромных задач тоже супер. Сильно щуриться не приходится, яркость отличная и углы обзора, повторюсь, ок. Type-C зарядка — огромный плюс. Что касается звука, используя мод с резистором, сигнал на выходе из Game & Watch получается чуть слабее, чем Game Boy с ProSound модом. Нам этого вполне достаточно, сигнал чистый, и сейчас будет пример трека с небольшим мастером. На мой взгляд, очень хорошо при покупке с рук и с установленными ромами. И, конечно же, неподдельный прикол для ваших друзей, увидев такую игрушку из кармана, сказав: смотри, здесь можно поиграть Черного плаща и Чип и Дейла, а еще я трек написал, смотри, как звучит.
И это точно никого не оставит равнодушным. Как-то так, информацию передал, дальше сами. Пишите, что думаете об игрушке, круто или не круто, будет очень интересно узнать ваше мнение. На этом все. Еще больше контента вы найдете на ресурсах Boosty и при спонсорстве на YouTube. Делать контент все сложнее и сложнее, мне очень нужна ваша поддержка, я задолбался жить в чужих вещах. И хотелось бы снимать больше видео и в Тетрис играть по средам, но есть как есть, что бы ни случилось. Берегите себя, а самое главное, пишите и слушайте только хорошую музыку. Пока-пока.